Здорово, сталкеры! С вами Хлебный. Не успел я вынырнуть из реборна, как вновь пришлось нырять куда ни попадя. И на этот раз это не очередной ужасный мод на свалкер, а трэш-мод. Причем должен отметить классический, с которым я намучился не меньше. Но хватит разговоров, поехали! Опа! Здравствуйте! Отличное начало, не правда ли? Не успеваем выйти из сортира, как на меня сразу же нападают агрессивно настроенные курицы. Оружия под рукой не было, поэтому тихомириваем их батоном колбасы. Ну, наконец-то колбасу и батоны нормальными стали делать. Разглядывая окрестности, понимаем, что находимся на кордоне, а именно на военном блокпосте. Военных поблизости нет, что странно. Однако мы находим кое-кого в военной форме, но это всего лишь наш товарищ Бритый. Заводим с ним разговор и узнаем, что вчера колбасили мы не по-детски, а именно отмечали успешную сделку. И не абы чем, а самогонкой, настойной на артефактах. Вот дебилы. Вместо того, чтобы пить сомнительные бесовские напитки, могли бы сыграть в Raid Shadow Legends. Лучшая коллекционная мобильная РПГ. Создайте свой непобедимый отряд, комбинируя различные вариации чемпионов. Я уже какое-то время играю в Raid и успел поиграть за таких чемпионов, как Сиция Пламенная, от которой и без того становится еще жарче. Что еще мне нравится в игре, так это прохождение сюжетной кампании, где помимо боев можно насладиться сюжетом с хорошей озвучкой. Также открывать новых чемпионов в портале. Так, этот пойдет на корм, а этот шахты. В этом месяце в Raid вас ждут непрерывные летние турниры и события, появление нового легендарного чемпиона, турниры с другими игроками и многое другое. Также в игре появится 5 новых чемпионов. Вот они, слева направо. Летние события только начинают набирать обороты, и очень скоро появится несколько гигантских обновлений. А если вы захотите найти меня в игре, то ищите под ником Хлебный Хлеб. Друзья, каждый ваш переход по моим ссылкам поддерживает канал. Помогите мне собрать 50 инсталлов. Так чего же вы ждете? Прямо сейчас переходи в описание под видео или сканируй QR-код. Качай рейд только по моим ссылкам и в качестве нового игрока получай один древний осколок, 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбы пополнения энергии, а также крутого эпического чемпиона Чоннуру в качестве бонуса. Но помимо попойки, также узнаем, что наш друг где-то потерял свой КПК с дорогостоящей информацией. Будучи недовольным, Казус, а так зовут нашего главного героя, очень красивый, кстати говоря, оставляем нашего друга здесь за старшего, на случай, если военные нагрянут, а сами направляемся в сторону деревни новичков, чтобы разузнать о нашей пропаже. Ну и попутно берем все, что можно унести. Шаг за шагом приближаемся к деревне новичков, где все местные зашуганные до нельзя. Зашуганы настолько, что даже испугались моей палки колбасы. Боже, как же это отвратительно прозвучало. Не наставляй на меня эту большую холодную штуку. Это что ли? Потихоньку заводим знакомство с местными, но ничего существенного у них не узнаем. Зато в подвале я нашел вот это чучело. Мальчишек мочить симпатичных будем. Господи, забери еду, только не трогай. И пытаясь заговорить с неким эпистазом. Понятно. Но поскольку я обладатель в 300 IQ и сделал сейв перед деревней, то мне не составит особого труда. Да ёпт. Этот горе-мод бьет все мои сохранения, словно школьник, насмотревшийся Наруто. А это значит, что на все прохождения нам дана одна попытка. Здорово, цыпочки! Пытайтесь проникнуть. Здорово! И тебе привет, сладенький. Вновь добираемся до деревни. Так, ты идешь нахер. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Заходим в бункер Сидоровича, но на входе нас встречает местный Паша Фейс-контроль. Чтобы пройти в бункер Сидоровича, нужно заплатить дань в 500 рубчиков. Но поскольку мы как-то помогли этому милому человеку, то он пропускает нас бесплатно. Открываем дверь и... Ух ты ж, ёлки! Здорово, Сидор! Двери запили, блин! А? Чё? Двери поставь, выпилил, блин! Ничего не понял. Ща, погодь, дверь тебя починю. Вновь бежим в сторону блокпоста, чтобы добыть ремнабор. Но только я туда подошел, а по мне начал шмалять вояка. Бритый, дебил, это я! Придется тебя угомонить. Вояка бегает туда-сюда, но попасть по нему у меня ну никак не получается. Вследствие чего я достаю свое секретное оружие. Заподольский колбасный завод! Чё, закибербулили тебя, да? Ну ничего, ща я загружу. Ах да. Со второй попытки побеждаем этого ненавистника колбасы. И да, это был не Бритый, а просто военный, я тогда пошутил. Забираем ремнабор и топаем к Сидору. Вот только на сей раз нас пропускать не хотят, потому что свой бесплатный раз мы уже использовали. Ах, Сидор, сразу видно предпринимательская жилка. Но поскольку бабосов нет, придется их искать. Но долго искать не пришлось, я продал шерифу сухпайок. Платим дань и заходим к Сидоровичу. Отдаем ему инструменты для его двери и получаем
получаем целую 1000 рублей. Ну, на 2 похода к нему хватит. Спрашиваем его о вчерашних похождениях, на что он говорит, что по этому поводу нам надо к шерифу. Шериф же, смотря на нас как на поехавшего, рассказывает историю, что пока мы с другом квасили, мимо проезжал местный генерал, эскорт которого мы перебили, а генерала испытывали на прочность, тыкая его во все аномалии. Услышав такие известия, уже в который раз бежим на букпост, чтобы проведать Бритого. Господи, Бритый, надеюсь он в порядке, но КПК свой так до сих пор и не нашел. Решаем действовать агрессивнее и переспрашиваем всех сталкеров у костра, но никаких известий. Нет, отстань! Иду к Сидоровичу, плачу дань, но и у него нет никакой информации. А это значит, что я ему просто так подарил 500 рублей. Я доволен. Нет уж, ты у меня скупишь все говно. Что же делать? Пришлось обратиться за помощью Google. И это я сейчас не про поисковик, а про сталкера с такой кликухой. Черт, что в Hibernation Evil был Яндекс, что здесь Google. Они что, братья? Узнаем у сталкера, знает ли он что-нибудь про ПДА Бритова. И, что неудивительно, знает. Оказывается, вот этот вот подвальный ебклак недавно его и нашел. Ну что же, походу нас ждет колбасное столкновение с этим чудом. Он согласен нам его отдать, но только нужно дойти до его нычки. Что-то у меня плохое предчувствие. Ах ты ж сука! Просыпаемся в одном из домов деревни новичков, а напротив нас стоит сталкер. Оказывается, пока мы шли, этот ловкий ноунейм вырубил нас, раздел, возможно даже изнасиловал и где-то бросил в канаве, а эти сталкеры нас оттуда и вытащили. Боже, этот черт даже колбасу нашу украл! После этого случая я теперь невольно нейтрал читаю как натурал. Чего? Жалуемся шерифу, тот говорит, что сосунком нужно что-то делать, но сначала разживись снарягой. Сверкая задом, бежим к Сидоровичу и слезно просим выдать нам амуницию. Он готов нам выдать комбинезон Сева, но только при условии, что мы замочим библиотекаря из метро 2033 возле элеватора. Что он тут забыл, даже не спрашивайте. Соглашаемся, а нам на временное пользование дают калаш и тучу патронов и гранат. По пути в одном из домов натыкаюсь на вот этого вот персонажа. Профессор Клейнер, походу ваш телепорт опять работает через жопу. Бежим на элеватор и вступаем в схватку с библиотекарем. Битва была не на жизнь, а на смерть. Сначала в ход пошли гранаты, затем длинные очереди из калаша. И хоть я тварь ранил, стало только хуже. От этого он стал передвигаться быстрее, а патроны калаша у меня закончились. В ход пошел ПМ. Уворачиваясь от его атак, сей головокружительный танец со смертью продлился 5 минут. А затем ему стало скучно, и он пошел донимать вояк под мостом. Но те с ним церемониться не стали, отчего библиотекарь обиделся и зашагал куда-то прочь. Не теряя минуты, берем нож и несемся за ним на всех парах. Последний взмах, и мы добиваем супостата. Забираем его коготь и несем трофей Сидоровичу. За успешно выполненное задание Сидорович выдает нам броню, а калаш забирает. Тут же от него прилетает новое задание – помочь его племяннику. И знаете, кто это? Да, вот это чучело. Ну что ты улыбишься? Эх, что-то у меня нехорошее предчувствие. Я так и думал. Это ты виноват! Oh no. Сказать, что я расстроился, ничего не сказать. Должен же быть какой-то итог. Идея! Я поставлю другой мод. Вот он! Водка кончилась. Отлично. Нам нужно украсть металл, садимся в тачку, едем, вдавив педаль в пол. Черт. Едем аккуратно. А теперь нужно как-то тихонечко выкрасть эту бочку у того оборванца. Есть мыслишка, как это сделать тихо. Опа! Так, план Б. Просто тихонько подкрадемся и... Хоба! Валим! Продаем бочку и получаем деньги. Едем к охотникам, покупаем водку и отправляемся домой. Знаете, все вот эти поездки довольно-таки медитативные. Есть время многое обдумать, осознать и насладиться здешними красотами. Прям как Death Stranding. Ну, почти. Достаем бутыль и наслаждаемся амброзией. О, моя родная, сейчас напьемся. Вот теперь конец.
Ну, что я могу сказать? Какой итог из всего увиденного? Не пейте алкоголь и держите самые ценные вещи близко к сердцу. Ну и не разговаривайте с сомнительными личностями, а иначе окажетесь голозадом в канаве. Что же, а на этом наша история подходит к концу. С вами был Хлеб, не забудьте поставить лайк за мои страдания, а также оформить подписку на канал и прожать колокольчик. Также вступайте в мой паблик ВК и сервер Discord, ссылочка в описании. И помните,